друзья! И сегодня я постараюсь вам рассказать, как выбрать мотоцикл и не попасть на деньги. Примерно на что надо обратить внимание, как оценить расходники и таким образом поторговаться, как его протестировать визуально и, естественно, при движении. Поехали! В первую очередь смотрим визуальный, делаем осмотр. Что нам надо? Нам надо определить, падал ли мотоцикл или нет, чтобы на эти элементы, на которые, возможно, были падения, мы могли сакцентировать внимание. Вот, например, ручка, царапины на зеркале, царапины на ручке, подножка, еще одна подножка. То есть, видите, мой мотоцикл падал. Я его ложил лично сам, без движения, поэтому получилось, что ручка отломалась. Больше коцок таких никаких нету. То есть визуально делаем осмотр. Обязательно смотрим, где сечет, где подтекает масло. Посмотрим по двигателям, есть ли какие-то элементы. Вот, например, у меня с глушителем. Это мелочь, на это вы не сможете никак сторговать. Смотрим состояние резины, чтобы глубина была протектора, износ. По дискам можно определить, насколько и часто менялся ли диск на шиномонтаже. Обычно есть сколы покраски. Ну, перед продажей можно это проверить. Проверяем всю оптику, все ли работает. Обязательно смотрим, опять же, цепь, насколько провисает. Оттягиваем, смотрим ее износ. Смотрим расходники, звезды. Если большая выработка, наклоны, то, естественно, мы попадаем на звезды. Звезда задняя стоит примерно $35-40. Ведущая стоит примерно $15-25. Сама цепь стоит около $100. Поэтому комплект 150, а на некоторых мощных мотоциклах до 200. Лучше всего, чтобы вы были с другом, или если у мотоцикла есть центральная подножка, подвесить переднее или заднее колесо. Для чего? Подергав за маятник. О, кстати, смотрите, видите, у меня даже расслабленный элемент. Но это, скорее всего, просто надо законтрагать. Вот смотрим такие нюансики. Сейчас мы это исправим. Ну, тут не страшно. Скорее всего, если что было бы плохое, то я просто бы потерял бы болтики. Так что сейчас я их подкручу ключиком. Значит, продолжаем. Переднее колесо то же самое. Резина. Резина примерно стоит баллон от $70, передний до 150, задний от $70, что я покупал, например, на Амазоне в Америке, до 250, опять же, от размера и от объема. Когда мы подвесили колесо, мы можем пошитать его. И наша задача пошитать таким образом и таким. То есть посмотреть, насколько здесь подшипники. Подшипники примерно это $25-30 вам еще обойдутся. Смотрим, естественно, состояние дисков и колодок. Диски проверяем заусенец. Таким образом мы можем примерно посмотреть, какой у нас пробег. Вот смотрим, у меня сейчас 35 тысяч миль. И честно я вам скажу, по вот этому диску никогда не скажешь, что он проехал 35 тысяч миль. По ободам так же самое. Можно подкрасить их перед продажей. Поэтому смотрите сколы какие-нибудь на дисках. Смотрим износ колодок. Колодки стоят примерно от $20 до 30. Если у вас одна суппортовая. Естественно, если у вас два суппорта, то вы попадаете еще на деньги. Так что вы можете просить скидку. Смотрим, какой у меня момент. Видите, у меня потек масло. Естественно, перед продажей человек, скорее всего, это вытрет. Ну, покачав вилку или проехавшись на мотоцикле, вы всегда посмотрите. Сальники стоят примерно $20. $5-10 стоит, ну, нормальная масса стоит $10. Можно поставить от автоматической коробки трансмиссионная, она будет стоить $5. Смотрим, не побиты ли где-то соты, искривления, забитости. Это тоже важно, потому что радиатор очень часто, когда при лобовом столкновении происходит какая-то деформация или при падении. Обязательно, когда подвешен мотоцикл, проверите эти подшипники. Это примерно вам тоже $20-30 будет обходиться. Я не знаю, сколько, конечно, работа в вашем районе. То есть, если вы подвешено переднее колесо, просто берете за вот эти элементы и пошитаете вперед-назад. Вернемся к подтекам. Вот, например, у меня в одном месте, вот здесь около помпы, подтекает прокладочка. Это небольшая работа, но это опять же $10, вы можете поторговаться. Смотрите все возможные износы, искривления. Вот, кстати, на правую сторону мой мотоцикл не падал. То есть все довольно чисто,
Опять же, страдают ручки, глушитель. Состояние родных деталей, например, тросика, бобышки, опять же, ручки, все ли стандартно. Желательно залезть, посмотреть по мануалам. Бывает еще окисление, поэтому открывайте крышку и смотрите на ней. Это тоже показатель, какого качества лился бензин. И опять же проверяем, все ли работает. Обязательно проверьте электрику. И лучше бы, конечно, добраться до аккумулятора и проверить уровень зарядки. Потому что очень часто страдает рулюшка. И будут потом вопросы с аккумулятором. Аккумулятор замена это 50-100 долларов. Воздушный фильтр не всегда получается долезть. Естественно, вы, возможно, попадете на чистку карбюратора, в замену воздушного фильтра. Обязательно попадаете на замену масла. Свечи меняются каждые 10 тысяч километров, поэтому, скажем, это неизбежно, это расходный материал, на этом, скорее всего, вы не сторгуетесь. Вот у меня здесь не хватает одного элемента, это крышки пластиковой. То есть, если бы я уже продавал этот мотоцикл, скорее всего, я бы подторговался и попробовал заказать всю крышку. Крышка будет стоить около 20-30 долларов. Конечно, обращаем внимание на тюнинг. На моем мотоцикле тюнинга очень много. Первое, вот эти хромированные заглушечки. Выносы, потому что изначально на магне стоит здесь. Прямотоки, хоть они и не очень качественные. Побольше хрома. Кофры, которые я тоже, скорее всего, отдам людям. Те же самые... зарядка прикуривателя, ну и вот такого подобные вещи, чтобы как бы сэкономить, потому что тюнинг очень часто его не оценивают, и обычно при продажах или при покупке человек говорит: а снимай этот тюнинг, мне нужен мотоцикл подешевле. Поэтому на этом сильно не заостряйте внимание, но лучше покупать мотоцикл сразу тюнингованный, чтобы меньше было вложения. В любом случае вы захотите что-то модернизировать и что-то делать. Каким образом проверить мотоцикл в движении? Сейчас я вам это продемонстрирую и покажу. Значит, мы запомнили элементы первые, которые проверяем рулевую рейку, то есть покрутим, чтобы не было тык-тык-тык. Вот у меня никаких сложностей нету вращения. Обычно вы сразу же почувствуете. Потом другой элемент. Мы заводим мотоцикл. Обязательно старайтесь мотоцикл заводить на холодную. Попросить владельца, чтобы он не заводил. Потому что на холодную вы лучше всего узнаете, как он заводится. От заводки мотоцикла очень тоже много факторов зависит. Первое. Слушаем, как работает двигатель на холодную. Скорее всего, будет ляпать немножко колпачки, но это как бы не страшно. Есть температурные зазоры, поэтому, когда прогреется, он станет меньше. Проверяем всегда сцепление. Сцепление находится у нас вот здесь. И слушаем звук. Также почувствуйте вибрацию на двигателе. Если вы выжимаете сцепление и у вас какой-нибудь такой звон или небольшой стук, вибрация уменьшается, то если это небольшое изменение, практически не чувствуется, то это не критично. Но если вы чувствуете его кардинально, например, вот в мотоциклах Suzuki DL1000, SV1000, у них корзина сцепления чуть ли не разлеталась. У меня такое уже было, поэтому рекомендую сразу на этом заострять внимание или отказаться от такого мотоцикла, иначе вы попадаете от 400 до 600 долларов. И это на самом деле проблема еще заказать. Поэтому обязательно прислушайтесь, как работает двигатель. После того, как он набрал свою рабочую температуру, естественно, договаривайтесь с человеком, чтобы вы могли проехать. Как же договориться, чтобы вы проехали? Потому что многие говорят сразу: я не могу тебя прокатиться, это же мотоцикл. Так вот, ребята, приносите ему деньги, даете этому человеку, или остается ваш друг с этими деньгами, и ты едешь на тест-драйв. Упал, купил. Золотое правило мотоциклиста. Хоть некоторые мотоциклисты это и не выполняют. Но, по крайней мере, есть шанс, то, что вам дадут мотоцикл этот проехать и посмотреть. Ни в коем случае не покупайте мотоцикл, пока не прокатитесь лично. Почему? Первое. То, что вы должны, если вы, конечно, знаете, что вы эту хотите модель, и вы на ней уже катались, то, конечно, этот первый вопрос может быть уйти. Но лучше всего, чтобы вы могли прокатиться, чтобы определить, нравится вам этот мотоцикл или нет. Второе. Проверить коробку передач. Третье. Раму и вилку, чтобы она не била, не ходила. Дали мы человеку денежку и поехали на тест-драйв. Большую скорость нагонять не надо. Включаем вторую передачу. Чуть-чуть едем.
Отпускаем газ, даем газ. Отпускаем газ, даем газ. Также второй вариант проверки второй передачи — это динамичное ускорение. То есть обычно на спортах эта проблема выявляется и вылетает вторая передача просто на нейтралку. Если опять же такое происходит, то ремонт будет стоить примерно от 250 до 500 долларов. Ну, на некоторых моделях еще выше. Поэтому имейте в виду, что коробка — это важный элемент, который должен работать. Второе. Как проверить мотоцикл, что он нормально устойчивый, у нас геометрия рамы не нарушена. Просто отпускаем руль и смотрим, чтобы не было болтанки. То есть руль обычно начинает вот так вибрировать. Это фактор очень плохой, потому что, скорее всего, что-то проблема идет или с передним колесом, с резиной, или с рулевой стойкой. Естественно, динамично разгоняемся, динамично тормозим. Если никакой не происходит вибрации или ударов на руль, естественно, проблем тогда у нас никаких нет. После того, как мы проехались, естественно, возвращаемся к владельцу и уже разговариваем о торговле. После того, как мы поговорили с владельцем и пришли к подходящей нам цене, проверьте обязательно документы соответствия техпаспорта с номером, который находится на раме. Он находится вот здесь. Проверьте техпаспорт и непосредственно номер. И все, мы можем идти в бой. То есть едем, регистрируем, выписываем или доверенность. Лучше, конечно, без доверенности, а лучше прямая покупка, чтобы переоформление было на базовых документах. И катайтесь. Ровных вам дорог. Всем спасибо за внимание. Пока.